Вітаю постійних та нових глядачів. Я Світлана, та мій сад знаходиться в Україні, Киевская область. Сегодня узнаем, чем отличается гортензия Vanilla Fraise от Fraise Melba. Эту тему подсказали мне вы в своих комментариях к видео про сорта гортензии классика. Ссылку на это видео я оставлю в описании к этому ролику. Можно будет его посмотреть, кто не видел. Так чем же отличается гортензия Vanilla Fraise от Fraise Melba? У меня оба эти сорта гортензии растут в саду. Я вам покажу, чем же именно они разные. Сравним листья, габитус куста, размер, форму и цвет соцветий. Сорта подпишу и показывать буду совсем рядом, чтобы наглядно можно было сравнить и заметить разницу. Вы легко станете экспертами по гортензиям. Я в этом уверена. Гортензия Vanilla Fraise была выведена во Франции Жаном Рено и произвела настоящий фурор, когда была представлена в более широком садовом мире. Сразу же получила бронзовую медаль на Platinum 2006 года, а потом еще массу наград на различных конкурсах. Vanilla Fraise, как следует из названия, это сорт буквально переводится как ванильная клубника, в честь красивой окраски цветов. Но нет предела совершенству. Fraise Melba также была выведена во французском питомнике Жана Рено несколькими годами позже. Захотели сделать улучшенную версию своей предшественницы. Получилось у них или нет? Давайте решим, сравним их и вынесем свой вердикт. Во-первых, сравним, какие листья и габитус куста, строение куста. У Vanilla Fraise куст немного разваливается из-за тонких побегов в молодом возрасте. Когда он становится старше, структура кроны меняется. Более старшие побеги, нижние, держат форму куста, но все равно иногда Vanilla Fraise из-за крупных соцветий может иметь шарообразную форму, немного не держит. Нужна подвязка или опоры невысокие. Все зависит, конечно же, от обрезки. Лист у Vanilla Fraise мелкозубчатый, зеленый, среднего размера. Побеги редко разветвленные, средне жесткие, скажем так, прямо стоящие, буро-красного цвета, немножко с коричневым, но больше красноты в побегах, и изгибаются под тяжестью цветков, придают растению, как я уже сказала, форму шара. В возрасте 5, 7, 8 лет куст может достигать размера 2 на 2. Какая максимальная высота будет, зависит, конечно же, от вашего ухода и от климата. 7 метров она не будет точно. В ширину куст немного больше, чем в высоту. А теперь какая же крона у Fraise Melba? Куст прямо стоячий, ровный, высокий. Видите, какие ветви? Прямо ровненько стоят. Листья тоже мелкозубчатые, но темно-зеленые и крупнее, чем у Vanilla Fraise. Лист имеет продолговатую форму с заостренным кончиком. Побеги очень прочные, жесткие и смотрят к солнышку. Буро-красного цвета тоже. По цвету похожи на родительский куст, но намного толще. У меня сформирован тройной штамп. Я вам рассказывала уже про эти кусты. Размер куста до 2,5 метров в высоту и 1,5-2 в ширину.
немного уже куст, чем родительский у ванилы. Но все зависит опять от обрезки. Какая максимальная высота, зависит только от вас. К отличительным особенностям этого сорта относится, знаете что, хорошо подходит для срезки. Ветки держат соцветия, можно их поставить в вазу, и они останутся такими яркими, красивыми и зимой, и до весны у вас стоять будут. У меня пару соцветий поломалась, я их поставила, отлично. Это гортензия, любимица пчел, выносливый, крепкий куст и предпочитает полное солнце. У меня растет практически на полном солнце. Гортензия Фрейс Мельба. Да, у меня почти все растения гортензии растут на полном солнце. Теньку неоткуда взяться. Так, ну а дальше мы посмотрим форму и цвет соцветий, сравним. Тут-то и начинается самое интересное. Форма соцветия. У ванилы Фрейс соцветия широко-пирамидальные. Вот тут у меня два куста. Не отвлекаемся на Мию. Она там по червяку свои следы оставляет. Собаки, так знаете, метят территорию. В общем, вот это два куста у меня ванилы Фрейс. И видно, что у нее соцветие широко-пирамидальное. Это только начало цветения, но форма уже видна. Низ соцветия шире намного, а вверх сужается. По мере распускания приобретают кремово-белый, ванильный цвет. И с возрастом меняют на оттенки розово-красного, как клубника. Вот тут особенно хорошо видно. А это у нас уже соцветия Фрейс Мельба. Более узко-конические. Изменяют окраску тоже от жемчужно-белого к винно-красному, а потом даже к рубиновому. У ванилы Фрейс цветочки вот такие кругленькие, как монетки собраны. У Фрейс Мельба форма цветка совершенно другая. Мы видим ближе, они немножко изогнуты, как лодочки. И мелкие-мелкие зубчики, не такие, как у полярного медведя. Немножко другая форма, но зрительно отличается. Сейчас я вам покажу. И вы сразу заметите разницу. Именно по цветам легко определить ванилу Фрейс и Фрейс Мельбу. Ну и самое главное, еще одно отличие этих двух сортов. Цвет соцветий у гортензии. Сейчас на ваших экранах гортензия Фрейс Мельба. Расцветает она так же, как и ванила Фрейс, белым, ярко белым, снежным. Я вам рассказывала, что те гортензии, которые впоследствии изменяют цвет соцветий, распускаются белые. А те, которые остаются белые до конца сезона, наоборот, распускаются кремовые, фисташковые или салатовые. Так как и Фрейс Мельба, и ванила Фрейс меняют цвет, распускаются они белым. И затем постепенно превращаются вот в таких чудесниц. Ярко-малиновый, рубиновый, красивый цвет у гортензии Фрейс Мельба в конце сезона. Вот такие переливы, немножко с салатовым в центре соцветия, где немножко тенек ей попадает, у гортензии Фрейс Мельба. Держится очень долго. Ну, цветовые гамма цветовая немножко может варьироваться от того, где она у вас посажена, от климата, от типа почвы и, конечно же, от ухода. Соцветие у Фрейс Мельбы меняет цвет тоже снизу вверх. Верхушка остается белая,
а меняется постепенно. А сейчас на ваших экранах Vanilla Fraise. У нее более нежный, приятный цвет. Вот это молодой кустик, у которого всего 4 соцветия в этом сезоне было. На переднем плане более молодое, а на заднем вот такого нежно-розового. У него розовый, малиновый, но не такой яркий. Вот так легко можно сравнить и определить, Vanilla Fraise или Fraise Melba. Гортензия Fraise Melba – это улучшенный вариант гортензии Vanilla Fraise. Отличается более высокой морозоустойчивостью до минус 35 градусов. У Vanilla Fraise это минус 25, немножко боится морозов. Отличается изумительной красотой более яркого и длительного цветения, как вы уже видели, размером и формой, соцветием, формой самих цветочков, габитусом кроны различен, и строение цветков в соцветиях абсолютно все разное. Я думаю, вы уже легко определите, какая из них даже сейчас на экране. Получается, эти две гортензии и похожи, и совершенно разные. Какая вам нравится больше? Еще 4 года назад для меня гортензии были все одинаковые. Единственное, что я могла различать, это древовидную, метельчатую и крупнолистную. А сорта все одинаковые. Это сейчас уже, спустя 4 года, среди своих 15 разных метельчатых гортензий, я узнаю каждую в лицо и не представляю, как же могла их путать. Они же совершенно разные. Делитесь в комментариях своим опытом, задавайте вопросы, я отвечу. До встречи в следующих видео. Будет что-то полезное или интересное.